Мастер костра. В прошлом году 9 ночей провел в монастырской деревянной избе, келье, если быть точным, в полном одиночестве и изоляции от мира людского, интернета и связи. Это был потрясающий опыт, я вам скажу. Рекомендую. Помогает привести мысли в порядок. Вот. А сегодня мы добавим сюда еще корицы. С корицей, ну, все же любят. Или могут любить, неважно. Я ее чуть-чуть покрошу, чтобы было... Вот, а теперь мы же с собой принесли водички, конечно же, очищенной. И пока угли доходят, пусть это стоит и настаивается. Змей Горыныч. Чернобыльский Змей Горыныч. Гори, гори, ясно, нашего не погасла. Это сырая зараза. О, отлично. Шикардос. Давай пока вот так поставим. Пусть пока греется. А когда угли прогорят, дрова прогорят, вернее, тогда поставим. А тут прилично жарит, между прочим. Скоро закипит. О, по краям начинает темнеть. Блин, это горит, это не надо. Эй-эй-эй-эй-эй. Еще чуть-чуть и будет готово. Уже доходит. Только руки жгет.
Ну вот, кофе готов. Добавляем в кружку, чашечку сливок. И кофе. Волшебно приятный цвет. Ну а теперь можно ответить на вопросы. Дорогие друзья, прежде всего я благодарен вам за внимание к моему каналу и к тому видео, которое мы для вас сделаем. Спасибо за вопросы и добрые пожелания, которые вы пишете в комментариях. Я это очень ценю и надеюсь, так и дальше будет продолжаться. Коммуникация наша будет шире, глубже, интереснее. И сейчас я отвечу на те вопросы, которые вы уже за последний месяц в комментариях оставили. Для удобства Аня будет зачитывать вопрос, а я буду отвечать. Прошу тебя. Какую должность на ЧАЭС занимали во время походов? В разное время по-разному. Изначально первые походы были в качестве дозиметриста группы фото, видео и дозиметрической разведки. Свои последние походы я совершал туда в качестве инструктора учебно-тренировочного центра. Александр, что за песок находится в ящике в подвале завода «Юпитер» и почему он так сильно фонит? Вот, кстати, по поводу Припяти. Я сразу скажу на будущее, друзья мои, я Припять не очень хорошо знаю. Скорее даже плохо знаю. Я там бывал и не один раз, и как сталкер там ночевал, вместе с Аней, кстати. И на крыше мы ночью там были, потрясающий вид, звезды, просто бриллианты над головой. Но по радиационной обстановке и что откуда там взялось, я могу лишь только предполагать. Поэтому я не могу ответить, что за песок и почему он так фонит. Честно, не знаю. Давай следующий. Как вы оцениваете масштаб аварии Фукусимы? О, кстати, когда я прочитал этот вопрос, думаю, ого, это же целый доклад можно делать. Масштабы катастрофы Фукусима. Это, конечно же, бедствие, страшное бедствие. Сравнивать с Чернобыльской катастрофой, ну, бессмысленно, она другая. По своим масштабам не менее крупная, чем Чернобыльская. Следующий. Сегодня там то же самое? Но это имеется в виду по радиационной обстановке архивных видеозаписей в центральном зале. Фактически, да. Радиационный фон меняется, но очень медленно. В соответствии с законами физики и природы, период полураспада. Поэтому, если говорить о безопасности, то блок укрытие, оно еще многие десятилетия и столетия будет оставаться опасным объектом в радиационном плане. Что вы знаете о том, почему все квартиры в городе пустые и почему в электрических щитках все вырезано? Ну, это вопрос, по всей видимости, опять же, по Припяти. Тут могу сказать только одно слово. Мародеры. Там сейчас квартиры практически все пустые. А где монолит и исполнитель желаний? Ну, это поклонник или поклонница игры «Сталкер» с элементами произведений Стругацких «Пикник на обочине». Кто не читал, почитайте, рекомендую. Очень классное произведение. Надо искать. Что я могу сказать? Пока я там его не нашел. Может, оно и есть. Но, скорее всего, это в сердце у каждого. Для этого не обязательно ходить в объект укрытия. Следующий. ББ раньше был заполнен водой, да? Что такое ББ? ББ – это бассейн Барбатер. Да, он был заполнен, но не весь. Он двухэтажный, достаточно высокий, по-моему, 2 этажа. Вместе это 6 метров. Первый этаж 3, второй 3. Второй этаж не был заполнен водой. Первый не полностью.
но там была вода. А зачем разбили бронестекло в операторской РЗМ? Чтобы посмотреть, заглянуть в центральный зал. Так как подходы к центральному залу были завалены, ну и в радиационном плане там просто, что называется, смерть под лучом первое время, 86-й год. Хотели посмотреть, что же происходит, что же произошло в центральном зале и в каком он состоянии. Для этого подходили две операторских. Одна штатная на 43-й отметке и вторая резервная на 35-й отметке. Это уровень центрального зала. Они друг напротив друга находятся. В обоих разбивали стекла. Сначала разбили в штатной на 43-й отметке. Но оказалось, что окно со стороны центрального зала перекрыто мостовым краном разгрузо-загрузочной машины, и поэтому ничего там не видно. Проложили маршрут в резервную операторскую РЗМ. Там благополучно и успешно точно так же разбили эти стекла и проложили в центральный зал такие своеобразные рельсы, по которым запускали тележку с видеокамерой. Почему какие-то мигающие непроизвольные точки в темных местах на видео, как будто со старой пленочной камеры? Ну это как-то элементарно, Ватсон. Это воздействие радиационного излучения на матрицу. Саша, если честно, сколько ты набрал БЭР и есть ли отклонения в здоровье и самочувствии? Я честно не считал. Так навскидку с определенной погрешностью я, конечно, знаю. И я уверен, что та доза, полученная за время походов, уже за истекшее время давно скомпенсирована здоровым образом жизни, ну и самой жизнью. Как сказывается на моем здоровье, я себя чувствую даже лучше, чем среднестатистический мужчина под 60. Вот честно. Даже лучше, чем многие мои сверстники. Можете подробнее рассказать про чистку кровли, дозы, которые схватили те ребята с лопатами, и что с ними было дальше? Ну, на этот вопрос я только в общих чертах могу ответить. Потому что меня в то время не было на станции. И могу только опираться на рассказы тех, кто там был. Дозы, ну, тут сложно сказать, сколько они реально брали. Потому что в 86 году, насколько я знаю, дозиметр выдавался на роту, на бригаду, один на всех. А кровлю чистили по времени. То есть сначала дозиметрист примерно высчитывал, сколько они могут там находиться, 2-3 минуты, чтобы выбрать свою, допустим, дневную 5 БЭР. Сколько они в реальности, еще раз повторяю, нахватались, я думаю, что значительно больше. И в том-то и трагизм, что взяв дозу, допустим, в 50 БЭР разово, это значительно хуже, чем эту же дозу взять, допустим, в течение 5 лет. Последствия совершенно разные. И смею предположить, что у большинства ребят, которые чистили крышу, впоследствии были проблемы с ногами, потому что основной удар приходился на ноги. Я думаю, у этих ребят большие проблемы со здоровьем. Если в центральном зале пыль подавляется орошителями, то получается остальные помещения ОУ тоже как-то отмывались, как операторская. Ну, я понял вопрос. Дело в том, что пылеподавление производилось только над развалом центрального зала, и оно прекратилось лет 10 примерно назад. Посчитали, прикинули, что за те 15 лет, что использовалось пылеподавление, слой пленки, то есть это же не просто пылеподавление, водички там взбрызнули, специальные составы пленкообразующие, связывающие. И за то время, что она использовалась, пленка образовалась достаточно толстая, чтобы прекратить пылеподавление.
Сколько рентгенов было там, где топливосодержащая масса? И сколько при взрыве топлива улетучилось, и сколько осталось в реакторе? Вопрос по топливу, он очень большой. Давайте я отдельно подготовлю сюжет по топливу, выскажу свою точку зрения, в том числе там, по-моему, вспоминался еще и Чечеров Костя, и его точку зрения. Это следующий, да, вопрос? Зачитай, пожалуйста. Скажите, знакомы ли были вы с Константином Павловичем Чечеровым? С Константином Чечеровым я познакомился в ходе подготовки своей книги «Жив, пока нас помнят». К сожалению, он уже ушел от нас. Естественно, мы с ним разговаривали о топливе, и о том, как и что там произошло. Поэтому, как я уже говорил чуть раньше, по топливу я сделаю отдельный сюжет, в том числе и поделюсь с вами воспоминаниями Чечерова Кости. Какая ситуация на всей ЧАЭС на сегодняшний день? Что вообще там происходит и какие планы государства по ее существованию или ликвидации? И еще вопрос. Есть ли в мировой практике опыт закрытия какой-либо АЭС? Что вы можете сказать про Билибинскую АЭС? Вроде бы свой ресурс она выработала, но постоянно продлевают ее эксплуатацию. Как понимаю, очень дорого ликвидировать такие объекты. Дешевле подписать продление. Чем грозят эти бесконечные продления без надлежащего ремонта и модернизации оборудования? Сам житель Билибина в 3 километрах от АЭС. Ситуация на ЧАЭС. Ну, ребята, в последнее время, лет 6, наверное, информационный отдел возглавляет один из моих лучших друзей, Виталий Медведь. И ему удалось наладить оперативную, достаточно информативную работу. Та информация, которая на их официальном сайте, она всеобъемлющая и полная. Заходите, читайте. Нет, звоните в информационный отдел, вам ответят практически на любой вопрос, касаемый деятельности Чернобыльской АЭС. По поводу продления ресурсов, это нормальный закономерный процесс. Когда изначально в 70-е, 80-е годы проектировались и строились реакторы, закладывался определенный ресурс, а сколько реально он может отработать, никто же не знал, опыта нет. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что продлевается ресурс после определенных исследований и проведения модернизации блока, оборудования. Опасаться тут можно только того, что люди халатно отнесутся к выполнению своих обязанностей. Хотел спросить вас, как человека, знающего много про Чернобыль, про историю 3 людей, которые якобы спасли всех от еще одного взрыва, спустив воду с баков с водой, которые находились под реактором, где плавилось топливо. История с водолазами всплывает на протяжении последних где-то 5 лет. Каждый год к апрелю месяцу обязательно появляется, особенно в Фейсбуке, перепоста о том, что 3 водолазов спасли мир. Я уже устал опровергать это и в Фейсбуке не реагирую. Давайте в том же сюжете о топливе я уделю буквально минут 5-6 и подробно расскажу, что же было там на самом деле. Насколько я понял, с новостей ГСП ЧАЭС планируется поэтапная разборка завалов с последующей утилизацией. В связи с этим вопрос. Как вы думаете, возможно ли при проведении этих работ обнаружение останков Ходимчука? Или та часть блока абсолютно непроходимая? Значит, тело Ходимчука, я вам честно скажу, даже мы пытались найти в конце 80-х. Вряд ли можно будет найти его тело. И это, кстати, единственный человек, для кого объект укрытия на самом деле саркофаг. Это его надгробная плита, монумент. На фото, видео нигде не увидел парашютов с засыпкой, которые бросали в первые дни. Слышал мнение, что почти ничего не долетело до ЦЗ. Даже наоборот, упало на частично целые конструкции машинного зала и дополнительно повредило их. Вы встречали хотя бы часть из них в ЦЗ? Да. Я вам покажу фотографии. Прямо сейчас. Из центрального зала.
Верно то, что не все достигало своей цели, но и нужно понимать, в каких условиях вертолетчики это сбрасывали. На высоте не ниже 200-300 метров с мощным восходящим горячим потоком и сумасшедшими полями даже на высоте 200 метров, 300. Ну, условия были заштатные, поэтому делали то, что могли делать. Хотелось бы услышать ваш рассказ о дальнейшей ликвидации, о вашем быте после приезда на место аварии, о людях, с кем вам пришлось столкнуться и работать там. Ну, честно говоря, я не знаю, насколько это будет интересно. Я обещаю подумать на эту тему, ну и сделать отдельный видеосюжет. Итог. Я сделаю отдельный сюжет по топливу. Там же расскажу о 3 водолазах. Отдельный сюжет, я думаю, еще стоит посвятить новому безопасному конфайнменту. На этом все. Кофе получился, кстати, просто потрясающий. Сходите в лес, заварите кофе. С корицей, без корицы, неважно. Сам дым костра, выйти из дома, из этих 4 стен. Это прекрасно. Живите долго.